Рассказы у камина. Вечером у туристического костра мы обсуждали тему, что такое дружба. Сергей, наш бывалый турист, пошерудил веткой в углях костра и сказал: дружба бывает не только среди людей, а отношение к животным вы как назовете? Как-то раз летом мы ремонтировали старый заводской цех. И вот однажды к нам вышел кот-подросток. Он покрутился вокруг нас и явно намекал на еду. Мы его с коллегами покормили, и кот ушел. Так прошла неделя. Кот приходил в обед и терпеливо ждал своей доли от обеденного стола. Обедали мы в вагончике на стройке. Проблем не было, мы продолжали его подкармливать. И вот в один из дней вечером я подошел к машине и собирался ехать домой. Кот возник будто из ниоткуда, сел у дверей машины и стал ждать. «Наверное, хочет поехать со мной», – подумал я и открыл заднюю дверь машины. Кот запрыгнул на сиденье и был готов к поездке. В то время мы с женой снимали в аренду квартиру, но все равно я решил его забрать. Сел в машину, и мы с котом устремились домой. Дома нас встретила жена. «Ой, какой хороший котик!» – воскликнула она. «Давай возьмем его, он попросился с нами жить», – жизнерадостно поддержал я беседу. Жена подумала и согласилась. Мы его помыли, и вечером кот уже ужинал вместе с нами и задушевно мурлыкал на диване. Так прошло несколько дней, и однажды, придя домой, я увидел явное неудовольствие жены. «Он нагадил на ковер», – заявила жена, – «и это не первый раз». Кот еще не привык к своему лотку, пытался я оправдать кота, но было бесполезно. «Бери кота и увози, откуда привез. Я не собираюсь постоянно отмывать ковры», – заявила жена. «А куда я его повезу? Обратно в цех?» Я попросил дать коту еще время, что он привыкнет и не будет гадить. Но жена была непоколебима. Особенно меня поразила фраза: «Тогда убирайся сам с этим котом». Поразило то, что не как в классических выражениях «выбирай я или кот», а конкретно «ты без кота или валите оба». Скажу сразу, что-то в душе тогда надломилось и заставило призадуматься. Я взял кота, и мы сели в машину. Уже был вечер, но не мог я увезти его обратно на стройку. И тут я вспомнил про бывшего коллегу. Он жил в небольшом домике в частном секторе. Я взял телефон и позвонил ему. Он, конечно, долго отпирался и говорил, что у него уже есть кот, но я его уговорил. Где один, там и два. Зато мышей точно не будет. Кот у моего приятеля прижился после недельной адаптации с хозяйским котом. И впоследствии они стали очень дружно жить, вместе играть и обедать. А я через год с женой развелся. Наверное, совпадение. «Вот такая бывает дружба», – сказал Серега и снова пошерудил веткой костер.